У нас уже что-то повыше есть. Уже начинают сохнуть губы и мозг. Стрел? Я ставил стрел? Блин, переписываем. Привет! Ты на канале Супер Арбалет. Продолжаем настройку классического лука. И сегодня поговорим про подбор стрел, настройку прицела и систему стабилизаторов. У нас уже есть видео про определение растяжки. Кто не видел, смотрите по подсказке. Зная растяжку и фунтаж вашего лука, можно подобрать необходимую жесткость ваших стрел. Лучше всего это делать по таблицам или с помощью программы на сайте производителя стрел. Но это не освобождает нас от настройки и подгонки в дальнейшем. Там много нюансов. Бывает, приходится делать новую тетиву с большим или меньшим количеством нитей для более точной настройки. Не стоит рассчитывать, что стрела, подобранная по таблицам, сразу же идеально полетит. Но это то, с чего стоит начинать. Теперь займемся настройкой прицела. Любой профессиональный прицел имеет возможность настройки вертикальной оси. Важно, чтобы мушка двигалась строго вертикально, вверх-вниз, без смещения в стороны. Как это настраивать? Самый простой вариант – это перевернуть прицел мушкой к себе, а затем двигать ее вверх-вниз. Если все настроено правильно, мушка будет двигаться параллельно тетиве. Если нет, регулируем. Обратите внимание, что мушка не обязательно должна быть посередине тетивы. Она может быть сбоку. Главное, чтобы при движении вверх-вниз расстояние от мушки до тетивы не менялось. Стабилизаторы. Основное назначение системы стабилизаторов в том, чтобы облегчить прицеливание за счет баланса и увеличения инертности системы. Также система стабилизаторов помогает гасить вибрации. Чем длиннее стабилизатор и чем тяжелее груз на его конце, тем более стабильный лук. Можно было бы просто утяжелить рукоятку, как поступают в борибол. Но, располагая груз на определенном расстоянии от рукояти, мы увеличиваем его инертность при той же массе. Вы можете самостоятельно провести эксперимент. Возьмите сначала стабилизатор за один конец и покачайте его из стороны в сторону. А затем возьмите за другой и повторите это движение. Вы заметите, что в первом случае сдвинуть стабилизатор гораздо сложнее. Однако есть внешние факторы. Увеличивая длину стабилизатора, мы увеличиваем его парусность. В ветреную погоду это приводит к обратному эффекту. Удержать мушку в мишени становится сложнее. Я рекомендую иметь хотя бы два стабилизатора. Более длинный и легкий для зала и более короткий, но тяжелый для летних дисциплин. Боковые стабилизаторы. Помимо того, что они являются противовесом центральному стабилизатору, они помогают выровнять лук в вертикальной плоскости. Физика здесь работает так же. Чем дальше вес от рукояти, тем более стабильная система. Собираем и балансируем нашу систему. Задача – настроить так, как удобно вам, меняя вес на переднем стабилизаторе, на боковых стабилизаторах, увеличивая или уменьшая длину стабилизаторов, изменяя угол между боковыми стабилизаторами и их наклон. Стоит, однако, отметить, что баланс нужно оставлять спереди лука. Система вращается вокруг центра масс. Смещая центр тяжести ближе к рукояти, мы снижаем эффективность стабилизаторов. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!